Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Мечта любой женщины– жить как за каменной стеной. А если ничего нет, то каменную или почти кирпичную стену мы можем сшить сами. У меня нашлись куски плотной мебельной ткани размером 15 на 25 сантиметров. Естественно, что такое богатство резать не будем, используем полностью. Для начала их рассортируем на светлое, темное. Приготовим бейки шириной 3 сантиметра. Это прямые полоски портьерной ткани. Они остались после подравнивания шторы. Сразу скажу, ткани для беек надо много. При ширине 1,20 м у меня ушел метр ткани. Шить будем в технике витражи. Для этого к короткой стороне прямоугольников лицом к лицу будем пришивать бейку. Работаем сразу со всеми заготовками. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Сразу отложите в сторону часть прямоугольников. Они будут закрывать ряд. На них бейку пришивать не надо. Готовые детали разъединяем. Дальше бейку разворачиваем и к свободному краю бейки пришиваем другую деталь. Смотрите, ширина бейки 3 сантиметра. По 7 миллиметров с каждой стороны уйдет в шов. И на лицевой стороне получается разделительная полоска шириной 1,5 сантиметра. А срезы ткани лежат рядом в стык. Цвет ткани старайтесь чередовать, светлое, темное. Таким образом мы собираем длинные полосы. У меня в ряду 8 целых деталей. Длина каждой детали 25 сантиметров. Длина ряда 2 метра. К длинному краю пришиваем бейку. Рекомендуем так поработать сразу со всеми рядами. Так будет проще и легче шить. Дальше бейку отворачиваем и пришиваем к ней следующий готовый ряд. Технология работы довольно простая. Шей до шей. Самое главное – определиться с порядком работы. Таким образом соберем полотно. Ширина 45 сантиметров, длина 88. Следующее действие. Нам надо закрыть открытые срезы и укрепить все полотно. Возьмем кусок вспомогательной ткани. Выкроем ее чуть больше лоскутного верха. А дальше сколем все английскими булавками для квилтинга. После этого приступим к стежке. Нам надо прошить основные линии. Прошиваем по соединительной бейке. Так все будет очень хорошо и крепко закреплено. Когда мы все прошили, подровняем края. А теперь сложим заготовку пополам и прошьем по периметру, оставляя отверстия для выворачивания.
Остается только вывернуть нашу подушку, заполнить ее наполнителем холофайбером. После этого зашить оставшиеся отверстия. Чуть раньше в такой технике мы начали шить покрывало. Будет прекрасный комплект. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. А чтобы не потеряться на просторах интернета, обязательно подпишитесь на все мои соцсети. Группу ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Рутуб. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.